Привет, это небольшая история о том, как нас в Батуми раскрутили на больше, чем 500 евро за номер в отеле. В конце апреля 2026 года мы компанией из 4 человек специально пораньше забронировали номер за 339 евро, чтобы потом не платить больше. До путешествия оставалось около 2,5 месяцев. И вот сюрприз, 9 июля приходит сообщение, что апартаменты закрыты и просят самим отменить резервацию. Конечно, мы не стали этого делать и написали в поддержку Booking. А если захотите поддержать мои проекты, все нужные ссылки найдете под видео. В ходе переговоров нам предложили максимально возможную компенсацию около 1500 грузинских лари, или приблизительно 500 евро за самостоятельную резервацию и оплату новых апартаментов. Выбрали что-то похожее с завтраками, кухней, бассейном и рум-сервисом. Цена почти удвоилась, 775 евро. В этот же момент другая подруга, находящаяся в Грузии, говорит: не берите Орби. Но если бы мы знали, что это то самое место, потому что никаких названий на принадлежность к этому комплексу не указывала, и далее расскажу, почему так происходит. С точки зрения бизнеса схема работает. Есть лицо, которое отменяет задешево, а есть, которое продает задорого. Я не мог подумать, что такая двухходовка — это только верхушка отельной схемы в Батуми. Крайним в этой всей ситуации остается Booking, как будто мне даже их жалко, но с другой стороны, как они не проверяют мошеннические действия, отмены резерваций, людей, на которых зарегистрирована деятельность. Кажется, не мы одни испытали такой опыт на себе. По условиям новой резервации сумма должна была списаться автоматически по карте за день до заселения. 13 июля информация обновилась до «оплата может произойти в любой момент». Снова запахло какой-то подставой. По приезду с нами созванивается парень, который отвратительно говорил по-русски, а говорил ли по-английски, тот еще вопрос. И мы понимаем, что этот отельный номер сдается через него как апартаменты. То есть по факту Орби как отель не имеет к нашей резервации никакого отношения. Вот и следующее звено гостеприимной встречи от Георги. Без оформления на стойке регистрации мы отправляемся в номер, где нам парень показывает, что да как. В моменте дискуссии подключает наши телефоны к Wi-Fi номера. И бац, сумма уже больше 900 евро. При этом он убеждает, что цена все равно очень выгодная. Жаль, в этот момент мои эмоции заблокировали логику, чтобы хотя бы что-то снять, какую дичь он несет. Ну ладно, мы принимаем ситуацию и все еще пытаемся решить происходящее в этом месте. Также пришлось оправдываться и доказывать, что завтрак входит в конечную стоимость. Он преподнес это как одолжение с его стороны. И еще хочу отметить, что он предлагал расплатиться в евро или долларах, а это, между прочим, прямо нарушает законы Грузии. В итоге сошлись на оплате в ларе, но в местном банкомате прямо в Орби стоял лимит не больше 400 лари за раз, плюс 5 лари за каждую транзакцию, или около 12 евро только на комиссию. В конце концов он отвез нас в грузинский банк, где деньги все же сняли, но снова с комиссией, хотя бы поменьше. Гостеприимство продолжается. Первый день завтрака не оказалось. Он обещал вернуть деньги, но подробностей не уточнил, и больше Георгий не появлялся. В следующие дни завтраки все-таки приносили, но на 10 евро с человека эти кулинарные изыски явно не тянули. Бассейн мы так и не увидели, в туалете на 5 дней проживания вчетвером оставили 1 рулон туалетной бумаги. Полотенца не меняли ни разу, диван в гостиной был грязным, посуду было мыть нечем. В день выезда мы тоже не дождались завтрака. Именно в этот день Георгий нам решил позвонить, как нам показалось, не в очень трезвом состоянии. И пытался оправдаться штрафом в 500 лари за оставленные пакеты около двери, и якобы мы не открыли дверь утром, но это даже был не наш номер. Хотя до этого нам уже оставляли под дверью завтрак без проблем. Благо, при первой встрече нам удалось выбить из него квитанцию об оплате, так что кажется, мы потеряли не так уж много. Но извините меня, 50 евро это тоже деньги. В итоге мы честно заплатили за жилье, получили постоянные разборки с хозяином и испорченный отдых. Плюс теперь еще нужно дождаться выплаты от Booking. Очень надеюсь, хоть с этим не возникнет проблем. Хочу искренне верить, что туристический бизнес Грузии не работает настолько неуважительно к тем, кто сюда приезжает отдохнуть. Но пока что личный опыт мне говорит другое. Так что будьте осторожны. Были ли у вас похожие ситуации, можете поделиться в комментариях.